Смотрите, здесь важно понимать, я делаю акцент на Upwork, потому что я там работаю, но в целом я рассказываю про фриланс-биржи, так как ту информацию, которую я дам, ее можно будет применить и на любых других биржах, может быть, где-то еще, где вы будете себя продвигать, я не знаю, там, в общем, это применимо и для LinkedIn, и для Behance, и для чего угодно. Ну, часть из этого, да, адаптируема. Я буду рассказывать про Upwork, потому что это то, что я хорошо знаю, но в целом у меня как бы нет цели продавать Upwork, да, у меня есть цель просто рассказать, как выжать максимум и как получить такие результаты, которые вы хотите. Вот. Собственно, вопрос, почему, это мое предпочтение, почему я предпочитаю, собственно, работать на биржах. У меня такой принцип. Я не очень люблю холодные продажи, ждать, пока кто-то ко мне придет, да, и намного удобнее приходить туда, где уже есть запросы от заказчиков, где они уже пришли, конкретно описали, что им нужно, и вы можете максимально им рассказать тоже подробно, собственно, что вы можете им предложить. То есть такая вот горячая уже там, где есть какой-то определенный спрос. Все-таки я затрону Upwork. Расскажу про его плюсы и минусы, да, перед тем, как перейти уже к какой-то прикладной части. Это одна из самых крупнейших платформ, поэтому там достаточно много работы, но при этом там много среднего и крупного бизнеса, то есть там много клиентов, которые готовы платить много денег, там есть и проекты совсем мелкие и краткосрочные, там можно найти найм, можно, развиваться во все стороны, которые вам интересны, искать проекты, которые соответствуют, собственно, вашим там потребностям, всем, я не знаю, я думаю, что вы все из разных дизайн-специализаций, да, может быть, там кто-то логотипы делает, кто-то UX, UI тоже и так далее, но в целом, да, то есть разнообразие велико. Есть много инструментов для роста, которые могут, да, обеспечить, собственно, тоже выполнение ваших целей, и разные защиты оплат, то есть Upwork, например, на почасовке полностью гарантирует, что то, что вы потратили, то, что вы затрекали, вам эти деньги будут выплачены, даже если клиент пропадет, уйдет, у него не будет работать карточка, он там всех кинет, Upwork вам эти деньги выплатит. В случае с фиксами нужно немножко больше постараться для того, чтобы свои деньги обезопасить, но это такая достаточно надежная история. Почему, собственно, не Upwork? Здесь действительно требуется какое-то вложение силы времени, по крайней мере, там на первых этапах, да, и, может быть, каких-то промежуточных тоже. Есть определенные схемы, как это лучше делать, но, в общем, нужно произвести некоторые действия, потому что разогнаться, так как это все-таки очень большая... Как я сказала, там высокая конкуренция, также есть какой-то скам, которого, тоже можно избегать разными способами, да, знать какие-то подводные камни. Плюс Upwork становится дороже, к сожалению, они добавляют разные оплаты, там нужно забустить для того, чтобы, например, себя продвигать. Можно, естественно, люди этим пользуются, соответственно, для того, чтобы выдерживать конкуренцию, вы тоже этим начинаете пользоваться. То есть вложения финансовые, которые самые первые для раскачки, иногда дальнейшие, они тоже уже становятся все больше и больше с каждым годом, поэтому, наверное, тоже, если начинать, то раньше, потому что, возможно, будет еще и еще дороже, как везде. Собственно, про меня немного. Я работала в маркетинге, у меня маркетинговое образование, я работала в разных крупных брендах. В ковид я решила, что я хочу стать дизайнером, в общем, работала на стыке маркетинга и дизайна, везде, где это применимо. Сначала я занималась сайтами, потом мне стало скучновато, и я уже перешла в продукты, и уже 3 года я работаю с такими комплексными продуктовыми историями, где-то с нуля, где-то с редизайном, из разных стран. Мне нравится работать с разными сферами, там и финтех, и эдтех, и медтех, и... в общем, мне нравится копаться в чем-то таком очень сложном, выстраивать структуры, то есть я такой человек про выстраивание структур, логики, схем, наверное, больше мой пример про это, нежели про иллюстрации, креативы и вот эту сферу дизайна, но у меня точно так же есть много примеров моих коллег, кто занимается исключительно креативами и тоже точно так же очень сильно вырос на Upwork. Собственно, начнем с вами.
Я хотела у вас спросить, кто из вас в принципе зарегистрирован на любой бирже? О, много людей. А именно на Upwork? Так, понятно. Все поняла. А контракты у кого уже есть там какие-то? Ага, поменьше. Окей, хорошо. Ну, смотрите, получается, что этот слайд с регистрацией, он будет актуален для этой информации, будет актуально для тех, кто еще не зарегистрирован. Единственное важное, да, что здесь необходимо сказать, что там при регистрации осуществляется некоторый отбор. Есть маленькая вероятность, маленькая, но она есть, что вас не пропустят из-за того, что, например, много дизайнеров уже там этой специализации. И то, что я буду рассказывать раньше, если вы еще не зарегистрированы, есть смысл сначала пройти через там анализ и подготовку профиля, который я расскажу, а потом уже после этого проходить регистрацию уже с подготовленной информацией. Ну, да, в общем, сначала так. Если вы уже зарегистрированы, то вы просто можете делать, собственно, там, в любом порядке, которого вам захочется. Вот, тут, собственно, важная информация. Я сегодня буду, ну, в целом, то, что касается работы на Upwork и на биржах, там много тем. Некоторые из них я буду затрагивать достаточно поверхностно, потому что у нас просто нет физически времени на то, чтобы рассказать обо всем. Некоторые такие начальные базовые этапы я расскажу более подробно, погружусь и прям по шагам вам пропишу первые действия для того, чтобы это было, ну, для того, чтобы просто было проще начать работать, потому что я знаю, что вот этот первый шаг очень часто сложно сделать. Вот, поэтому здесь важно понимать, что когда вы смотрите на свой профиль на Upwork, когда вы его заполняете, вы чаще всего думаете про клиента, который будет его смотреть, да, как это выглядит для вашего клиента. Но важно понимать, что на биржах и на Upwork в частности есть не только клиент, а есть сама система, которая работает по своим собственным алгоритмам, так же как соцсети, поисковые системы и так далее. И нам нужно думать одновременно и про клиента, и про, собственно, эти алгоритмы. И сделать некоторые действия для того, чтобы мы как бы были более приятны им, да, и попадали выше в поиски и так далее. Собственно, поэтому то, что я дальше расскажу, оно будет в первую очередь связано с этим. Вот первый шаг – анализ, да, про заполнение профиля мы поговорим, и про контракты. Анализ, смотрите, тоже есть разные способы анализировать. Вы можете сами как бы использовать разные методы, вы можете проанализировать своих конкурентов, вы можете анализировать работы, но вот тоже то, что я предлагаю, это по большей части для алгоритмов история. Я прям расписала вот максимально в лоб вам, чтобы вообще не нужно было думать. Вот вы открыли поиск, ленту job posts, да, это непосредственно работа, да, запросы от заказчиков. Вы настраиваете фильтры. Какие фильтры настраивать? Ну, это тоже индивидуальный случай. Понятно, что нужно выбрать свою специализацию. Страны, достаточно классический метод, это когда мы просто выбираем страны, США, Канада, Австралия, Европа, то есть основные, там, не знаю, 95%, кто платит больше, собственно, денег, у кого более интересные проекты, которые вам дадут какой-то буст. Но если вы знаете, что вы, например, работаете с Китаем там, или еще с кем-то, ну, в общем, вы сами знаете свою ЦА, то есть вы эти фильтры под себя подстраиваете. И, собственно, вы скроллите, и из них вы выделяете релевантные какие-то job-посты, которые вам больше всего подходят. Ну, все понятно, я думаю. Смотрите, у нас такой огромный экран. Смотрите, вот это job-пост, собственно. Я не буду его разбирать тоже по деталям, и у меня тоже нет цели сегодня вам рассказать технически, как работает Upwork, куда нужно нажать, на какую кнопку, да, потому что, вы сами можете с этим разобраться, мне интересно вам дать то, что, собственно, будет сложнее найти. Вот я указала о том, что нам нужно выписать. Нам нужно выписать скиллы, я могу вот так прямо делать. Собственно, скиллы – это что-то вроде тегов, которые используются на Upwork. Вау, представляете? Круто. Супер. Еще круче. Так, собственно, да, это что-то вроде тегов, которые используются. И это база прям.
я дополнительно отметила, что вы можете еще выписывать разные формулировки, термины, которые, может быть, бросаются вам в глаза, для того, чтобы в своих текстах не сочинять все просто из своей головы, там, не придумывать, да, а чтобы говорить на языке клиента. Ну, вот, собственно, то, как пишут клиенты. Точно те же фразы использовать. Тем более, что мы с вами, я думаю, может быть, кто-то носитель английского языка, да, но все-таки какие-то фразочки можно оттуда вытаскивать и себе сохранять для пользы. Так, мы взяли вот так, вот эти скиллы, собственно. Просто составляем список всех скиллов в Notion, где угодно, всех, которые имеют к вам какое-то отношение. Плюс-минус. Почему это важно? Да? Нам кажется, ну, я сам выберу скиллы из списка. Но не всегда можно догадаться, что кто-то использует UX-UI, кто-то использует UI-UX. Ну, тут много всего, до чего как бы можно иногда не догадаться, и ну, какие скиллы могут быть самыми популярными. Потом вы заходите в поиск, опять обратно, вводите, например, те же самые фильтры и ищете каждый из этих скиллов, вот из этих, каждый, вы вводите в поиск. Есть разные способы, что анализировать. Можно анализировать вот именно по полю скиллам. Можно просто это вводить как ключевое слово в строку поиска. Можно делать разные варианты, то есть это все тестируется, да, но самое главное сравнивать, ну, одно и то же с одним и тем же, то есть если вы, ну, вводите в строку поиска, то вы все эти скиллы вводите тоже в строку поиска и выписываете по каждому из них число, которое вам попадается, да, которое вы выбрали. Ну, то есть, например, здесь я смотрела на работы уровня эксперт только. Вы, собственно, сделали такой список с числами, все, успех. У нас есть самые высокочастотные скиллы. Собственно, 15 самых высокочастотных скиллов, они могут быть разные, тоже я потом скажу о том, что все это можно регулярно повторять. Почему 15? В первую очередь, потому что у нас просто в нашем профиле, на нашей самой главной странице, вы указываете 15 своих главных скиллов. Ну, поэтому мы выбираем 15. И также их можно будет использовать дальше в других случаях. Так, еще раз повторимся, да? Мы выписываем все скиллы, делаем поиск по каждому, количество вводим и выбираем 15 самых. Все достаточно просто. Вот. И мы делаем это, на самом деле оптимально делать это регулярно, то есть если вы регулярно ищете работу, то просто вы можете обновлять этот список, тестировать разные для разных профилей и так далее. То есть, ну, с этим можно прям работать, для того, чтобы эти алгоритмы под себя подстраивать. А что мы еще можем делать с этими 15? То, что я сказала, мы это вносим в профиль, в основные скиллы, да? Мы их можем использовать в текстах. Я думаю, что вы в целом знакомы все с тем, что есть поисковая оптимизация, что копирайтеры пишут тексты с учетом поисковых всех запросов, да, тоже высокочастотных всех ключевых слов. Вы делаете то же самое, естественно, да, одновременно думая и о клиенте, о том, как это будет выглядеть. У меня еще будет слайд с текстами, немного подробнее об этом расскажу тоже. И одновременно встраиваете слова для того, чтобы алгоритмы видели, что вот вы используете те слова, которые часто встречаются в клиентском запросе, да, и по его поиску ваш профиль может выдаваться, если у вас там 10 раз там написано это слово. Ну, естественно, чтобы это выглядело органично, то есть мы удерживаем какой-то баланс. А название профиля, вот это важный момент. Смотрите, наверное, я даже поэтому ради этого отлесну... спойлеры. Отлесну сюда, вот это... профиль, как его видит клиент, и вы видите, что вот это вот с ограниченным количеством знаков, это у нас название профиля. Очень часто фрилансеры пишут туда какие-то продающие фразы, какие-то креативы придумывают. Это прикольно, но если вы сюда, вот, ну, как человек, например, да, написал какие-то ключевые слова, которые, может быть, он там как-то раскопал или сам решил так, это хороший вариант. То есть туда стоит писать те же самые эти ключевые слова. Это прям хорошо. И то же самое, не забываем, что у нас там есть портфолио. Портфолио – это не просто место, куда мы можем добавить там наши картинки для того, чтобы клиент их посмотрел. Там тоже можно добавлять скиллы, и там тоже есть тексты, в которые можно это все встраивать. А все остальные, которые у вас были не самые высокочастотные, вы точно так же можете добавить просто в список всех ваших скиллов. Ну, в общем, это понятно, там в настройках вы это тоже найдете, не буду вам рассказывать про настройки.
Да, и еще раз повторяем вторую часть, 15 самых высокочастотных скиллы профиля, портфолио и в целом во все тексты. И повторюсь, зачем нам это все нужно? С точки зрения алгоритмов мы будем показываться выше в поиске, когда клиент просто ищет по какому-то запросу определенного фрилансеров, и выше в откликах, когда вы откликаетесь на какой-то проект, и не считая там запущенных проектов, да, это уже отдельная тема, вы будете там каким-то образом появляться по алгоритмам тоже выше. Важно. Это не единственное, что повышает вашу позицию в выдаче. Очень важна активность. То есть я, например, могу точно сейчас сказать, что я уже где-то больше года работаю на таких долгосрочных проектах, на больших продуктах. Я очень мало откликаюсь, и у меня даже, несмотря там, на какие-то поднастроенные все в профиле, очень снизилось количество приглашений, которые мне приходят, просто потому что я меньше откликаюсь, да, то есть чем больше вы откликаетесь, чем больше вы переписываетесь, ведете переписку, за что-то заполняете, что-то меняете в профиле, что-то бустите, да, то есть система это все считывает и видит вашу активность. Это действительно очень важно. Я позже еще скажу, что действительно помогает откликаться каждый день. Но здесь важен баланс, да, не слишком много, потому что если вы будете отправлять по 20 штук шаблонных откликов, то Upwork может решить, что вы спамер, и вообще вас забанить, сказать все. Больше вы здесь не работаете. Заполненность профиля, тоже заполняйте там все, что только можно, там есть и работа, там можно добавить отзывы, например, дополнительные с LinkedIn, то есть кто-то, другой человек, можно его попросить, может добавить вам отзыв, вот, и также бейджи, тоже не буду вам рассказывать подробно, если вы тем более зарегистрированы, может быть, вы уже видели, что там есть разные бейджи, там есть разные правила, как это все получать, ну, собственно, тоже хорошая вещь, вот. Важный момент. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что когда я кому-то рассказываю, собственно, про Upwork, мне говорят, ну, у меня плохой уровень английского очень часто, или, ну, я там вообще не эксперт, я не дотягиваю. Естественно, нужно быть достаточно, как бы, рациональным в этом, но не стоит себя недооценивать, потому что как по мне, даже если у вас какой-то уровень а-ля выше среднего, вы уже можете ставить и эксперт, и флюент, просто потому что если заказчика это будет не устраивать, он просто не будет с вами работать. То есть вы никого на этом моменте не обманываете, да? То есть он увидит ваши работы, он с вами, например, проведет звонок, и если вопросов нет, то, значит, вот у тебя флюент, отлично, давай работать. Я сама говорю там с ошибками, с акцентом, но никогда не было вопроса, что fluent – это вот ты, значит, должен говорить без ошибок или еще что-то такое. Вот. Почему тоже это важно? Потому что, опять же, фильтры. Вы можете себе представить, большая часть заказчиков, которые платят выше среднего, они будут ставить фильтры эксперт и fluent, даже если они сами говорят там с акцентом и ошибками, и даже если у них хуже уровень, просто потому что. И вы просто по этому запросу выпадете, и там дальше уже будете разбираться с этим. Так. Мы с вами закончили эту часть про настройки, по которой мы прошли с вами более подробно. По остальным темам, я не знаю, я забыла уточнить, как мне по времени. По остальным темам я пройдусь немного более поверхностно, не буду показывать уже конкретные примеры, потому что, да, у нас просто нет столько времени. Но, смотрите, тексты, да, это очень важная история, вы понимаете, не только на Upwork, но и когда вы себя продвигаете, ищете любую работу, ищете какие-то себе проекты, вы всегда с этим сталкиваетесь. Что касается Upwork и работы именно на международном рынке с клиентами из Штатов, например, да, из Европы, они очень часто любят какие-то лонгриды прям. Вот если у вас 2 абзаца написано, у них будет меньше к вам доверия, если вы напишете прям такой текст полноценный, какой-то сторителлинг. Вот. Опять же, напомню, что это хорошо для наших алгоритмов, но и, собственно, для заказчиков тоже. Понятно, что не нужно просто расписывать, там, простыню писать. Да. Вопрос. Ага. Контексты, которые вот сообщение пишется? Не, да, прошу прощения. Это я про профиль сейчас говорю. Да, про профиль. Отклики
сейчас тоже их затрону. Да, это именно вот про профиль, когда он заходит на вашу страницу и видит там информацию о вас, обо мне. Там имеет смысл сделать там парочку абзацев каких-то, где будут сжата конкретно о вас самая главная информация, а потом, например, подробно расписывать какие-то ваши кейсы, отзывы, с чем вы работали. Я прям вставляла туда отзывы, вот копировать, вставить отзывы обо мне и так далее. То есть там очень много всего можно написать, но ну, делайте это действительно как бы, да, с умом. Ну, не буду сейчас тоже глубоко вкапываться в эти примеры. Что касается каверов и откликов, там, конечно, действительно лонгриды это уже, я бы сказала так, ну раз уж мы затронули эту тему, нужно отталкиваться от клиента. Если у него в джоб-посте в описании вот такой огромный текст, то тоже стоит писать огромный текст. Может быть, там с какими-то тоже заголовками, подчеркиваниями, чтобы это все легко читалось, но это значит, что человек это оценит по достоинству. Если у него там 3 предложения, конечно, ну, как бы, возможно, он не захочет это все читать. Вот, то есть нужно подстраиваться. Про ключевые слова я сказала. Фразочки тоже мы это отметили, да, которые мы с вами вытаскивали. Важное правило Upwork: не копируйте у других. Это не просто какое-то этическое, да, правило. Это действительно история, за которую Upwork может забанить, если он увидит какие-то большие куски текста, которые абсолютно одинаковые у нескольких фрилансеров, то это может, ну, просто им не очень понравиться. И важно, то, что вы уже видели, смотреть на все глазами клиента, то есть думать не только о том, как выглядит ваш профиль, когда клиент перешел в него, да, и он видит всю вашу большую страницу, там много текста, а важно еще, как он это будет видеть, например, когда он ищет фрилансеров. То есть тут, как вы видите, например, только 2 строчки, у меня есть лазер, ну вы видите, только 2 строчки помещаются, соответственно, важно туда поместить какую-то информацию, чтобы он захотел перейти, узнать о вас больше и прочитать ваш лонгрид, если ему это очень уж захочется сделать. И в целом, да, смотря на это, подумать о том, какая работа первая, то есть что он увидит не все ваше разнообразие в поиске, а какую работу он увидит первой, да, потому что вы можете сказать так, вот мне классно выглядит, когда у меня там сетка из моих 6 работ, а вот, ну, здесь не всегда сетка. Дальше. Важно, ну, многие забывают про портфолио, но я думаю, что вы, как дизайнеры, прекрасно знаете о важности того, что нужно там добавлять не просто картинки, но на Upwork тоже важно не просто добавить примеры какие-то, да, олицетворять вашу работу, а помнить, что там все те же самые тексты. Вы можете туда тоже добавить какой-то сторителлинг, классно рассказать о том, какая у вас была задача, что вы делали в процессе, какие были этапы, какой там был результат. Можно туда тоже копипастнуть отзыв. В целом, я думаю, вы знаете, да, что это релевантно не только для Upwork, даже когда вы там вкладываете куда угодно свое портфолио, классно это сопровождать какими-то объяснениями, описаниями. Ага. Со стороны портфолио сейчас Да. Посмотрите, были на фильмы такие. Да. Это прям вот кажется, что это база, но это прям 90% это база, она проседает. Я хочу сказать, что я Это потом. Сейчас функционал еще. Первая работа, но сказать, что я выложила. Да. Да, и здесь та же самая история. Опять же, тексты, которые нужны и алгоритмам, и заказчикам, чтобы они увидели не только ваши картинки. Но тут на самом деле есть некоторые еще лайфхаки касательно работы с портфолио на Upwork. Тоже у нас, наверное, нет достаточно времени, чтобы об этом рассказывать, но там есть некоторая такая тонкость, что нельзя скидывать свои прямые ссылки, то есть если вы, например, в отклике отправите там, вот, посмотрите мою работу на Behance, то Upwork может сказать, что так, вы скидываете свои прямые ссылки, вы там сейчас нашего клиента уведете, он начнет вам платить напрямую, так не работает. А на Upwork ссылки на какие-то конкретные проекты часто скидываются
кривовато. И в целом они там не очень красивые, скажем. То есть там маленькие эти картиночки и так далее. Поэтому есть такой лайфхак, можно вообще сделать как бы свой мини-сайт на Notion, именно в Notion, потому что там нельзя никак с вами напрямую связаться, никуда написать, если вы там прямые контакты свои не оставили, и скидывать эти ссылки на Notion. И там будут большие ваши картинки красивые, со всеми описаниями, все что угодно можно там сделать, добавить. Это будет выглядеть намного красивее. Там же можно сделать подборки, да, потому что иногда вам нужно скинуть варианты, которые похожи, из той же сферы, из которой клиент. Ага. Личный сайт тоже проходит. Ну, вообще главное, чтобы не было контактов. На самом деле, если он перейдет на личный сайт, и там не будет вообще никаких кнопок, как там с тобой связаться. Да. Ну, да, но Notion интересен тем, что как бы там проще сделать какие-то подборки на определенные темы, например, то есть индивидуально каждый раз создавать, пересоздавать, пересобирать там этот конструктор. Так, на самом деле такая же штука, как я вам говорила про английский и про уровень, собственно, профессионального, hard skills, в общем-то, ваших. То же самое про ставку. Очень часто, заходя на Upwork, нам страшно, и мы ставим низкую ставку для того, чтобы хоть что-то найти, хоть как-то начать. И в данном случае это рискованно. Почему? Во-первых, потому что на низкооплачиваемом рынке очень часто работают клиенты, с которыми можно потом нарваться на большие проблемы, вы, может, тоже об этом знаете прекрасно, которые могут оставить вам плохой отзыв, с чем будет потом очень сложно дальше работать. Плюс, когда мы ставим низкую ставку, я специально не говорю, что такая низкая, высокая, средняя, потому что мы из разных сфер. Нужно смотреть по вашей сфере, посмотреть конкурентов, чтобы как-то сориентироваться. Вы попадаете на рынок, скажем так, индусов. Хотела сказать мягче, но получается так. Это... Да, в общем, такой огромный рынок, где люди за $5-10, 15 делают, сказала все-таки какие-то суммы, делают как бы дешево работу, и к ним приходят заказчики, чтобы сделать дешево и сердито, и мы просто не хотим быть как бы вот в этой группе, да, мы немного себя по-другому позиционируем, ничего как бы никак не шеймим их, но мы хотим быть в другой категории, поэтому если мы сразу поставим слишком низкую ставку, мы можем на этом рынке застрять в какой-то момент и просто, лучше поработать как бы на старте, выйти на другой рынок, нежели там вот закопаться. А мне казалось, руку кто-то поднимал, нет? В процессе, нет? Окей. Собственно, это как раз история, да, в продолжении того, о чем я говорю, что первые контракты на Upwork – это такая работа, для которой нужно сначала как бы постараться, все настроить, перенастроить, найти первых заказчиков, и наработать какие-то отзывы. И важно помнить о том, что первые контракты вам действительно нужны для отзывов. Имеет смысл брать какие-то коротенькие, небольшие заказы, может быть, да, там не сразу какой-то на 2 года, для того, чтобы вам оставили несколько хороших отзывов, и вам уже будет намного проще двигаться вперед. Ага. Смотри, ты можешь первые заказы делать, например, за фикс, и там, может быть, не всегда понятно, какая у тебя была ставка. То есть не всегда можно оценить уровень работы. То есть если ты что-то сделал за $300, ты можешь сказать, я это сделала за 3 часа, например. То есть это сложнее оценить. Но, да, если там будет что-то там за 10, даже с хорошим отзывом, то потом к тебе придет другой клиент и подумает, чувак работал за 10, я не буду ему платить 30. То есть об этом тоже, да, нужно помнить. Поэтому, может быть, для начала лучше фиксы. Я всегда болею за почасовку, но для начала, у меня тоже были фиксированные все контракты, где там было непонятно, сколько я часов потратила. Может, вообще за час $300 получила. Дальше. Вы все это сделали, настроили свой профиль, да? Ищете проекты.
здесь важно, опять же, да, нам не нарваться на тех, кто нам оставит какой-то плохой отзыв и как-то нам нашу репутацию немножко испортит. По странам мы уже с вами проговорили, да, есть действительно, есть разный опыт у разных людей со странами, у меня не было проблем вообще на самом деле ни с кем. Ну, я изначально, конечно, там, ну, мне не попадалось, ну, на самом деле не попадалось, я бы сказала, проектов там с Индией, и я их не брала просто, но, в общем, разные фрилансеры по-разному думают, кто-то там с арабами не работает, да, точно ни в коем случае. Бывают разные кейсы, но на самом деле самое главное быть осторожными и действительно каждый свой проект потенциальный просто отфильтровывать скорее по адекватности человека, да, и по тому, как он с вами коммуницирует. Не слишком дешевые, мы с вами тоже это проговорили. Здесь важный момент. Смотрите не только отзывы от заказчика, потому что вы можете посмотреть, что у него там стоит 5.0, отлично, я буду с ним работать, супер, он нам подходит, но и то, какие отзывы он оставляет фрилансерам, потому что есть заказчики, которые считают, что ну, на 5.0 может сделать только Бог вообще. Ну, никто не может дотянуть до этого уровня абсолютно, поэтому, извините, но я буду всем ставить 4, 4,5, ну, то есть, как бы нормальная оценка, и написано «хорошо, супер, он был молодец», и стоит 4.0. Вот, поэтому, если я вижу, ну, здесь такая только одна оценка, да, но если я вижу таких заказчиков, я просто вообще с ними не коммуницирую, потому что, ну, мне не надо портить мой рейтинг, да, ради этого. Собственно, вы выбрали проекты, да, отсортировали их, те, с которыми вы хотите работать. Начинается на самом деле, честно говоря, самая неприятная для меня часть. Я всегда очень стрессую, у меня в разных случаях, в разные периоды времени очень разная конверсия была. Когда я только начинала работать, у меня были периоды, когда у меня была конверсия вообще 30% просто от отклика до прям контракта. То есть я очень-очень легко, быстро набирала проекты в разные периоды времени. Иногда у меня бывает так. В 2022 году летом был какой-то очень провальный период. Я там за пару месяцев отправила 90 откликов, и потом в конце получила 1 контракт из этих 90, хотя у меня все было настроено, все как бы было сделано. То есть бывают разные периоды. И нужно действительно к этому быть готовыми. Что нужно как бы... Вот знаете, эти продажные техники о том, что нужно не просто поставить цель что-то там, найти работу или еще что-то, а поставить цель получить 100 отказов или откликнуться на 100 проектов. И просто это делать, вот я каждый раз я отправляю отклик, и я такая, все, я о нем забыла. Я ни от кого ничего не жду вообще, что мне ответят. То есть просто отправила во Вселенную, вот, и все, как будет, так будет. Вот. Но, конечно, мы можем естественно, над этим работать, тестировать, увеличивать вероятность того, что к нам будут приходить какие-то, ну, хотя бы отвечать нам клиенты, выходить на какие-то звонки и так далее. Конечно, попадать в первые 5-10 откликов – это идеальная ситуация. Были периоды тоже, когда я вообще весь день сидела, постоянно обновляла страницу и старалась ловить прям тех, кто мне подходит. Были разные способы, есть способы автоматизации, если у вас есть дополнительно, кроме дизайнерских навыков, еще какие-то, можно настраивать автоматизацию, есть там RSS-ридеры, которые будут отправлять вам какие-то уведомления, когда там вышел какой-то новый проект, который подходит вашим фильтрам. Раньше на Upwork тоже такое было, потом они это убрали, почему-то очень удивительно. Вот, ну, это очевидно, лучше попадать в первые, просто более вероятно, что вас там увидят. И бустить просто потому, что сейчас это действительно необходимость. Это тоже можно тестировать, сколько там бустить, на какое место попадать, в какой период, но как бы как есть, собственно. Что касается текстов, откликов, я думаю, тоже вы это уже далеко не первый раз слышите, что шаблоны «Здравствуйте, я готов сделать работу» или «Здравствуйте, там, я молодец, у меня такой-то опыт». Особенно на Upwork, где человеку придет, не знаю, там 100-200 откликов, это просто профильтруется, проскроллится и все.
очень важно отталкиваться от того, что, собственно, написал заказчик, да, как я сказала. Если там лонгрид, если там вопросы, на самом деле это супер. Если заказчик классно описал свой проект, это просто наше вот прям золото, драгоценность. Мы можем там столько всего придумать, можем много всего предложить, написать. Если там 2 слова о том, что вот там у меня такой-то запрос, это уже будет действительно, нужно сильнее постараться, уже не так классно. Вот, собственно, без копипастных текстов, шаблонных, да, этих, тем более, что это не только не понравится заказчику, но и это не понравится Upwork'у, они решают, что вы спамите, всем отправляете одно и то же, о том, какой вы классный, замечательный, и, собственно, никак не адаптируете, да, свои отклики. Использовать можно те же фразочки, которые использует заказчик, да, вытаскивать из его джоб-поста, да, все. Прикреплять релевантные примеры из портфолио, как я сказала, что в Notion вообще можно сделать там целую подборку, там вот у меня есть работа из вашей сферы, или там что-то подробно описать какой-то кейс, что-то спросить конкретно и так далее. И такой мини-лайфхак можно посмотреть, когда вы смотрите отзывы о заказчике, некоторые фрилансеры, они пишут: «О, это было так классно работать с Джоном», и такие... Его зовут Джон, отлично, у меня есть его имя, и вы можете сразу к нему обращаться по имени, и это просто приятно. Вот. И, собственно, это все мы очень любим тестировать, составлять таблички, писать, какая конверсия с такими, какая с другими. Как-то я даже тестировала там и время отклика, и, это я тоже дальше про это расскажу, наверное, сейчас не буду застревать. И еще раз повторюсь о том, что классно смотреть на все глазами клиента. Вот пример, как выглядит отклик. Вы можете найти это в интернете. Вот, если что, заодно вам интересный ресурс. Вот здесь внизу маленький написан, это Telegram. Человека, который просто классно рассказывает про Upwork и про то, как там работать. Вот, взяла просто у него эту картинку и... Собственно, тоже вы здесь видите, сколько текста помещается, и можете заодно подумать о том, как можно этот текст оптимизировать, чтобы человек захотел вообще туда кликнуть, да, не просто написать, что «Привет, я профессионал, 6 лет работаю». Отлично, поехали дальше смотреть. Успели, да, записать этого? Upwork Cat, в принципе, логично. Вот, про контракты. Тоже как-то нужно по времени не застрять на этом моменте. Просто важно обозначить, что есть фиксированные контракты, есть почасовка. Почасовка – это прям вообще супер приятно работать. Сколько поработал, столько получил. Это долгосрочные проекты, как правило. Зависит от вашей сферы. Понятно, что если вы там в целом ваша работа подразумевает чаще фиксированную стоимость, вы ее конкретно знаете, конкретно пакеты и так далее, тоже уже смотрите, как вам удобнее. Но на почасовке, во-первых, защита от Upwork'а всей оплаты. Если будет любой какой-то диспут, проблема, конфликт, вам в любом случае эти деньги выплатятся. То есть вы их не потеряете, то, что вы уже отработали, точно останется у вас. Вот. Наверное, не буду сейчас заострять внимание тоже на том, как на фиксе можно себя там безопасить. Давайте дальше пойду. Просто я обозначила, что есть разные типы контрактов. Собственно, контракт степ-бай-степ. Вот вы отфильтровали ваши проекты, написали отклик, и какой-то клиент вам ответил. Класс. Вы, опять же, коммуницируя с людьми, я думаю, что вы понимаете, что лучше все оговорить вообще максимально подробно. Но действительно на Upwork'е уровень ответственности еще выше, так как стоимость ошибки просто выше. Поэтому иногда даже я там могу чем-то пренебречь, если я работаю с заказчиками не на Upwork, да, у меня там есть такая доля, прям тоже какая-то весомая в последние годы заказчиков просто отдельно не с платформы, потому что, как минимум, они не оставят там мне, например, плохой отзыв, если вдруг они там что-то как-то, мы там друг друга не поймем, не знаю, да, скажем. Вот, здесь важно все прям прописать, все говорить даже, да, вот количество правок, вообще все, каждую деталь, этапы, сроки, сказать, что, еще зависит от того, там, как вы будете, если вы мне будете неделю отвечать, то все уедет, да, чтобы вот не было никаких вопросов. И
звонок просто всегда увеличивает шансы. То есть, если вы начинаете переписываться с каким-то заказчиком, вы ему скажете: эй, там, давай созвонимся сегодня, обсудим весь там проект, и все. И это уже, он уже потратил на вас какое-то время, он уже с вами что-то обсудил, и вы ему уже что-то предложили, и это очень сильно увеличивает вероятность того, что человек будет с вами работать. А если вы чувствуете, не чувствуете в себе достаточно там смелости, да, с английским или еще с чем-то, в целом без этого тоже люди, работают, да, это просто именно то, что увеличивает вероятность того, что вы возьмете контракт. Дальше просто 2 важных правила безопасности. До того, как вы заключили контракт, и до того, как, например, на фиксе заказчик внес первую сумму, прикрепил там свою карточку, просто лучше не начинать работать, потому что, это потом может быть просто ваша какая-то потеря, вполне вероятно, такое бывает. Собственно, еще раз red-флаги на этапе переговоров с заказчиком перед тем, как вы с ним заключаете контракт. Про плохие отзывы мы проговорили. Если он настаивает работать вне биржи, это то, что я говорила, да, что Upwork боится, что вы заказчика уведете куда-то, и он будет вам там платить напрямую, и Upwork не получит свои проценты. Здесь важно, любой заказчик может просто быть не в курсе, он может просто вас об этом попросить, сказать: слушай, а может быть мы попробуем по-другому, то же самое с прямыми контактами, например, или тестовым, и вы ему говорите: я очень бы хотела с вами работать, вы такой классный, но, к сожалению, правила Upwork мне просто это запрещают делать, я не хочу потерять эту работу, это для меня очень важно, да, там эта площадка. И если он продолжает настаивать или требовать, то это уже странно, да, то есть поэтому здесь именно настаивать и требовать как важный такой момент. Вот. Собственно, дальше вы заключили контракт, и тоже технические вопросы исключительно связанные с безопасностью. Фиксировать результаты каждого этапа именно на Upwork. Иногда вы уходите на другие какие-то платформы, там заказчик добавляет вас в свой Slack, и вы там ведете всю переписку, но по-хорошему на каждом все равно проекте стоит фиксировать результаты именно в Upwork. То есть вы просто туда что-то скидываете, заказчик пишет approve, все супер, для того, чтобы, если будет какой-то диспут, например, у вас, да, то поддержка будет проверять, что вы вообще там делали именно на Upwork. Вот. И просто такой маленький совет: если что-то у вас происходит с заказчиком, какое-то недопонимание, вы, важно, как было на предыдущем слайде, быть максимально вежливым, не ругаться с ним, опять же, потому что поддержке это не понравится, что это вы тут ругаетесь с теми людьми, которые принесли свои деньги на нашу площадку. Вот. Но можно написать тоже точно так же вежливо в поддержку в случае какого-то конфликта. У них это часто работает так, что, кто первый написал, тот и прав. Тем более, если вы написали, например, вежливо, вы написали, обратились к ним, например, за помощью, да, то есть, вот эту интонацию этой вежливости и профессионализма важно просто всегда держать. Вот. И этап завершения контракта. Как мы проговорили, маленькие какие-то первые контракты, они хороши для первых отзывов, крупные контракты, они хороши для бейджа и репутации, то есть тоже балансируйте между этим всем, и то, и другое хорошо, приятно, то есть, это уже как бы замечательно. Что касается отзыва, официально на Upwork запрещено просить хороший отзыв, но вы можете просто сказать о том, что в конце проекта, да, там перед закрытием контракта, спросить, все ли было хорошо, все ли вам понравилось в работе и так далее. Если человек пишет: все замечательно, ты супер, вы можете ему сказать о том, что, тогда давай закроем контракт, я оставлю тебе замечательнейший отзыв, потому что это очень важно для платформы. То есть, как-то его к этому подтолкнуть. То есть для того, чтобы официально тоже правила не нарушить, но можно так схитрить. Так, мы с вами прошлись по базе, у меня уже такая финальная концовка, такая более уже на развитие, уже не на начало работы на Upwork, а уже немного на будущее, о том, как вы можете дополнительно увеличивать свою конверсию, когда вы работаете. Собственно, можно тестировать, как я говорила, там, день недели, время отклика, время
именно скорость, да, в какое число вы попадаете, варианты можно тестировать, да, ваших каверов, разные фильтры поиска, бусты, то, что я упоминала до этого, все можно как бы фиксировать результаты и так далее. Откликаться каждый день, но не слишком много, для того, чтобы это не выглядело спамом, и пользоваться максимальным количеством инструментов на Upwork. Там есть видео-визитка ваша, есть проекты, можно бустить свою страницу, пользоваться просто всем, поддерживать вот эту вот активность и брать все от того, что вы и так туда вкладываете свои силы, свое время, деньги, да, в какой-то сумме, вот, поэтому будем брать от этого все. Вот, здесь было другое слово, но мой парень сказал, что это слишком, вместо «данут», но это прям вот для тех, кто хочет сильно покопаться в этом во всем. Такой есть лайфхак. Я вам говорила про Notion, и можно для Notion использовать, например, ну, вы знаете, на Notion километровые ссылки, поэтому можно использовать сервисы для коротких ссылок, но интерес не в этом. Интерес в том, что на некоторых из этих сервисов, я не уверена на всех, на Bitly точно это есть, вы можете потом смотреть статистику, сколько раз открывали вашу ссылку, из какой страны и так далее. То есть вы можете кидать эти ссылки, а потом смотреть. То есть вы же при отклике, вы не знаете, все-таки вам просто не ответили и не написали, или ваш отклик открыли, да, по вашей ссылке перешли, и уже на этапе портфолио, может быть, что-то пошло не так. А так вы сможете увидеть, что, например, ваша ссылка была открыта, и вы можете проанализировать, на каком этапе, собственно, произошел, ну, вот отвалился контакт, пропал, вот. И второй пункт – это просто история о том, что я как-то наняла на сервисе вообще iTalki, где просто ищут там иностранцев для того, чтобы там с ними разговаривать. Я совершенно случайно наняла прям такого матерого коуча по продажам на английском языке, и мы с ним разбирали смоллтолки, потому что это не самая такая легкая часть, когда ты ведешь эти переговоры, такой, господи, о чем с вами, как это вообще вести, когда ты первый раз с человеком разговариваешь. Вот, и он мне прям помогал разобрать по этапам, да, там мои преимущества, и как, в принципе, какие есть этапы продаж, мы разбирали разные видео. Просто лайфхак, если вам тоже хочется совсем как бы заморочиться, углубиться, увеличивать конверсию, да, когда у вас будет рост, вот, такой вариант есть. С ростом ставки все достаточно легко, точнее, очень простая логика. На мой взгляд, когда у вас короткие заказы, вам намного проще эту ставку увеличивать. То есть, например, мои коллеги, которые занимаются логотипами, у которых там по 10 контрактов в месяц минимум, они очень быстро растут в их почасовой ставке. У меня контракты там последнее время на 2-3 года, и, соответственно, я там как-то их индексирую, но это совсем не та же самая история. То есть, смотрите тоже по вашей специализации, но в целом, если вы ведете какие-то короткие контракты, то каждый контракт можно брать чуть-чуть побольше, чуть побольше, немножко увеличивать свою ставку, там немного менять ее в профиле, тоже тестировать, как на нее вообще отклик идет какой. Но просто будьте смелее, потому что мы работаем на международном рынке, и в целом можно ориентироваться на то, что вы можете на Upwork найти людей, у которых, например, точно такой же уровень дизайна, как ваш, я уверена, и у которых там ставка по $100 в час там, или 150. Вполне это возможно, и ну, просто тут нужно быть смелее. Просто некоторые такие важные правила, опять же, безопасности. Upwork очень боится, что если они кого-то забанили, то этот человек начнет работать с другого аккаунта. Поэтому, когда вы используете, например, VPN, они могут подумать о том, что ваша локация прыгает и что это какие-то разные люди. Если вы заходите одновременно с двух устройств, просто нужно быть с этим аккуратными. Оставлять прямые контакты. Иногда это удивительная вещь, но не знаю, по крайней мере, там, 3 года назад точно такое было. Upwork создавал тестовые джоб-посты, собирал фрилансеров, которые туда откликаются, и предлагал им оставить свои прямые контакты.
И потом те, кто оставлял свои прямые контакты, их банили. Провокаторы, абсолютно точно. Абсолютно. Вот, поэтому ни в коем случае... И такая тонкость. Вам могут выслать ссылку, например, на этот Calendly, да, сервис, где просто нужно ввести свой email для регистрации. Ну, тоже аккуратно. То есть какие-то сервисы, где вы оставите свой контакт, может быть, не обязательно писать в Upwork напрямую, но вы его оставите в другом месте. Просто, ну, не оставляйте, я в этих случаях пишу, там, к сожалению, не могу оставить прямой контакт, просто вот это время мне подходит, давайте в это время созвонимся. Ну, все, это на самом деле очень легко, ну, как бы обходится. Да. Вот вы говорили, заказчик можно добавить в Slack. Как? А это уже после начала контракта. Это до начала контракта, да. Спасибо за это упоминание. Это важно понимать. Это действительно до начала контракта. Ну, не считая VPN и одновременно 2 устройств, это во все время. Последние 3 пункта, 2 до начала. Короче, вы поняли. Если вы уже заключили контракт, то вы можете и прямыми контактами обмениваться, и все. Все. Не надо уходить на прямую оплату. Не надо. Это тоже запрещено. Все, вы меня запутали. Все, вот это у нас есть лазер. После контракта можно. На прямую оплату уходить нельзя. У Upwork даже есть правило, какую, у них есть прям специальный расчет, какую сумму должен заплатить заказчик, если он хочет забрать фрилансера, например, в свою команду. Там какие-то космические суммы, то есть вы не можете просто, ну это очень опасно, если они об этом узнают, то все, бан навсегда, до свидания. То есть, ну это достаточно строгое правило, и бесплатная работа. Если вам ее предлагают, вы просто спокойно ссылаетесь, что по правилам Upwork нельзя бесплатно делать даже тестовые, вообще ничего высылать, ничего выполнять. Извините, пожалуйста, не могу это правило нарушить. Все. Все отлично. Вот. Ну и да, и просто проверять какие-то... Быть осторожным, в общем, с этими правилами и проверять действительно, что вы... Что происходит, что нового. Вот. Собственно, я понимаю, что все это выглядит очень такой масштабной работой, что нужно провести анализ, правильно все запомнить, написать лонгриды, все проанализировать, но на самом деле вы можете это делать понемногу, можете что-то начать внедрять постепенно, можете уделять этому там полчаса времени в день, то есть это как бы действительно такая масштабная история, но как бы если... постепенно идти в эту сторону, то обязательно как бы какие-то первые контракты пойдут, и дальше пойдет какой-то рост. То есть тут как бы не нужно пугаться, что нужно, знаете, это выглядит как какой-то огромный слон, которого нужно съесть. Это, конечно, можно разбить на маленькие части и постепенно просто идти в ту сторону. И все получится, собственно. Вот. Спасибо.